Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я тех, кто родился под знаком зодиака Лев. Итак, уважаемые львы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы посмотрим, что же готовит вам грядущий месяц сентябрь. Рассмотрим общую атмосферу, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Будет одна общая позиция для всех, выбирать ничего не нужно. И начиная с общей атмосферы, давайте посмотрим, что же несет сентябрь львам. Процветание, развитие, укрепление. У многих здесь семья на первом месте, вот именно семейные вопросы на первом месте. Для кого-то рождение ребенка, либо же хлопоты приятные, связанные с ребенком, будут наиболее актуальны. Ну да, для многих здесь еще беременность отыграется. Также месяц сентябрь для вас месяц мудрости и даже в чем-то хитрости. Потому что, двигаясь вперед, развиваясь в выбранном желаемом направлении, вы будете ощущать себя порой как ребенок. И будет много вопросов, на которые ответов вы пока не знаете. Луна – это символ также двойственности. И все это на почве того, что есть какие-то ситуации, перед которыми вы не властны. Но, тем не менее, разгадка здесь будет. Не исключено то, что хитрые, не совсем искренние люди вас окружают, либо же приходится с ними взаимодействовать. Но в сентябре вы научитесь мудрости. В октябре, в ноябре вы уже будете таким мудрым, знающим человеком, который ответы на вопросы все-таки нашел. А что в работе? Давайте посмотрим. Работа. В работе прекрасные возможности сохранить, приумножить то, что есть, выйти за привычные рамки. Карта «Мир», она для кого-то отыграется как командировка, поездка в другой город, либо в другую страну. Но для большинства это все-таки выход за привычные рамки. Кто-то начнет работать на себя, кто-то займет новую должность, более высокую. Здесь будет дан шанс на то, чтобы улучшить свое положение именно на работе, именно в карьере. Причем, вы знаете, это будет очень приятно для вас и долгосрочно. Это приведет вас к стабильности. У многих здесь отыграются какие-то моменты из прошлого, возможно, какие-то давние знакомства, либо давние проекты помогут вам выйти на новый уровень, но знайте, что вы идете к стабильности. И для многих здесь уже в более поздний период очень важной фигурой будет пентаклевый король. Это может быть знакомство с человеком, который будет очень важен и значим в вашей жизни. Это может быть начальник, руководитель, который будет также очень важен в вашей работе, его влияние будет важно. Но в целом король пентаклей – это стабильность. Вот те перемены, те возможности, которые перед вами открываются в сентябре, они будут очень приятными. Они несут благополучие не на день, не на два, а на века, на годы и ведут к стабильности. А что же будет с финансами? Давайте посмотрим. Вы знаете, здесь в целом все стабильно, все хорошо. Продолжение получения прибыли из уже известных источников, из стабильных источников. И тенденция к тому, чтобы ваш доход все-таки увеличивался. Тенденция к тому, чтобы ваши денежные средства, они приумножались. Но здесь, знаете как, семерка чаш, девятка чаш – это такое состояние, когда вы можете пребывать в неких таких иллюзиях, иллюзорных представлениях о том, что есть. И девятка чаш – это умение вовремя остановиться. Здесь, знаете, как может быть некая такая проверка на прочность, да, как в мультфильме про золотую антилопу. Здесь важно, чтобы жадность и азарт, связанные с финансами, они вам не затуманили рассудок. Вот здесь тоже это очень важно. Но в целом у вас тенденция к увеличению дохода, к улучшению материального положения своего. А что в личной жизни? Давайте посмотрим. В личной жизни у львов.
интересно. Вы знаете, новых знакомств я здесь не вижу, но с тем человеком, который уже присутствует в вашей жизни, здесь прям выяснение отношений. Причем на почве страхов. Есть страх, есть тревоги относительно того, что есть, как будет. И на почве вот этих вот страхов, на почве тревог вы садитесь за стол переговоров. Здесь принимается решение относительно того, как быть дальше. И это решение непростое. И это движение вперед тоже непростое. Здесь придется преодолеть трудности. Но вот эти перемены и эти решения, они положительные. Они для того, чтобы продолжить то, что есть между вами. Не зафиналить, а преодолеть трудности и привести ваши отношения к чему-то лучшему, к чему-то более такому продуктивному и интересному. Романтики здесь, конечно, не хватает, и стабильности не хватает. Здесь страхи, они порождают трудности, но преодолев эти трудности, вы придете и к гармонии, и к стабильности. Это действительно то, что стоит сохранять, это то, к чему стоит стремиться. Давайте посмотрим, к чему стремиться все-таки в целом, да, к чему, куда путь держать. Паш Пентаклей. Ой, во-первых, важные предложения, которые вам поступают, нужно уметь принять. Это в первую очередь касается работы. Да, восьмерка Пентаклей – это работа. И здесь важно посвятить себя вот именно работе. Ну и, конечно, не забывать про эмоциональную составляющую. Туз чаш – это все, что вы любите. Это любимый дорогой человек, любимые занятия, это атмосфера любви. И вот к этой атмосфере вас приведут как раз-таки те предложения, которые вы будете получать. Потому что такое чувство, что именно на стабильности, которую вы достигнете в работе, будет строиться и дальнейшее благополучие во всех остальных сферах. А чего остерегаться? Чего остерегаться? Чаш. Знаете, здесь вообще неплохие карты в предостережении. Они не сулят ничего такого плохого, но когда мы смотрим предостережение, это значит, что в каких-то вопросах вам стоит быть более осмотрительными и более такими, знаете, вот скрупулезными, более кропотливыми. Осторожными стоит быть в общении с мужчиной, с мужской фигурой. Это может быть ваш постоянный спутник, это может быть мужчина огненных знаков зодиака, это может быть мужчина-руководитель. Также посмотрите, рыцарь чаш, первосвященник. Здесь на самом деле вот вопросы касаемо брака, вопросы касаемо традиционных каких-то моментов, причем это и в отношениях может отыгрываться, и в работе. Вот здесь стоит решать очень аккуратно, чтобы вот именно традиционные вопросы, правильные вопросы, они были рассмотрены так, как подобает. Ну и, собственно, рыцарь чаш – это про эмоции. Вот здесь, знаете, про то, что эмоциям своим, чувствам своим стоит уделять достаточное количество времени. Потому что туз чаш и рыцарь чаш, они немножечко отличаются друг от друга. Туз кубков – это такое состояние, когда к любви и к своим эмоциям мы относимся серьезно. Рыцарь же чаш – это такой товарищ, не совсем серьезный. И вот здесь важно, наоборот, с огромной долей серьезности подходить к своему эмоциональному состоянию, потому что в тот момент, когда вы будете чувствовать себя ребенком в какой-то ситуации, вот этот внутренний ребенок будет нуждаться в особой поддержке. И для того, чтобы не заплутать в этом лабиринте, да, не заблудиться в этом тумане, важно и нужно будет обязательно уметь слушать свой внутренний голос и свою интуицию, потому что благодаря вот этим вот чувствам и серьезному отношению к ним вы постигнете мудрость, вы постигнете вот именно какие-то глубокие такие знания. И вот здесь очень важно, чтобы никто из окружающих, никто из посторонних не смог навязать вам свою точку зрения, свои какие-то принципы, с которыми вы изначально были не согласны. Здесь важно
отстаивать свои интересы, защищать свои интересы и стремиться сохранить и уберечь то, что по-настоящему для вас ценно и дорого. В целом месяц для вас хороший, месяц для вас полезный. Прекрасен он в сфере работы. В первую очередь работа здесь радует. Ну, здесь и, как было сказано чуть ранее, за стабильностью и благополучием в работе все остальные сферы подтягиваются, потому что именно вот это состояние гармонии и удовлетворения внутреннего, оно приведет к тому, что вы спокойны и вы готовы решать любые вопросы. Поэтому и вопросы, касаемые личных отношений, вы тоже решите очень благополучно. Вот такой получился у нас прогноз для львов на сентябрь. Я благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.